Всем привет! Наверное, я одна еще не успела сделать гнома из носка. Ну что ж, в этом видео буду исправляться. Обычно из носка делают основу гнома, а я сделаю ее из пластиковой бутылки. Лучше, чтобы она была с плоским дном, но это не принципиально. Просто так будет удобнее работать и распределить по ней синтепон. Оборачивать синтепоном также не обязательно, но мне хочется, чтобы гном был более толстеньким и пухленьким. Верхушку закрепляю, просто обматывая ниткой вокруг горлышка и дополнительно подклеиваю, чтобы синтепон хорошо прилегал. Работайте не слишком разогретым термоклеем, иначе бутылка может деформироваться. Теперь нужно оклеить туловище будущего гномика любой мягкой и лучше эластичной тканью. Если будете использовать фетр, то выбирайте именно мягкий, чтобы он не оставлял заломов. Конечно, все швы можно сшивать, а не склеивать. Но сегодня у меня очередное видео для, так сказать, нелюбителей шитья. Кстати, именно таких вот нешитых гномиков чаще всего делают мои подписчики. Девчонки мне прислали уже очень много своих работ, и я еще не все успела вам показать. Так что, если хотите поделиться своей работой, на которую вдохновило вас мое видео, добро пожаловать в мой инстаграм, ссылку, как всегда, оставляю в описании. Верхушку точно так же заматываю в пучок и по нижнему краю обрезаю лишнюю ткань, так, чтобы можно было ее завернуть. Если у вашей бутылки дно не плоское, то можете сначала выровнять его кружочком из картона, а потом уже заворачивать ткань. А вот теперь понадобится носок. Я нашла только детские колготы подходящего мне цвета. Они еще и с добавлением люрекса, что я считаю очень уместно будет выглядеть в новогоднем декоре. Лучше, конечно, подойдет плотный носок, чтобы шапочка была более объемной. Я же, чтобы придать колпаку хоть какого-то объема, просто присобираю складочки. А вот для носа капроновые колготки подойдут просто идеально. Нужно просто обернуть ими шарик из синтепона или ваты. Я оборачиваю в два слоя, чтобы получить более плотный цвет. Бородой закрываю получившийся шов, чтобы гном со всех сторон выглядел аккуратно. Приклеивать начинаю именно снизу. Так будет проще определить расположение носа, ориентируясь на размер бороды. Нос креплю, заправляю все хвостики под бороду и колпачок. А пока давайте на минутку отвлечемся от создания гнома. Я хочу рассказать вам о очень интересном DIY канале. На нем вы найдете множество интересных и полезных идей. Декор для дома, бюджетные подарки, елочные игрушки, переделки из старого хлама и много мастер-классов, как украсить свой дом к Новому году, что сейчас как раз очень актуально. И, конечно же, все это своими руками. Все материалы, используемые в работе, доступны практически для каждого, а многие и вовсе найдутся у вас дома. Так что после просмотра моего видео переходите на канал по ссылке, которая будет в описании, вдохновляйтесь и творите. Ну а мы приступаем к декорированию гнома. Из фетра вырезала листики острой формы. Я вырезала их на глаз, но на всякий случай оставлю вам под видео шаблон с листьями пуансетии. Ну а чтобы они совсем уж не терялись на красном фоне, рисую каемку бронзовой контурной краской. Вообще я очень люблю сочетание красного с зеленым именно в новогоднем декоре. Это считается классическим сочетанием. Но этого гнома я хотела сделать прям полностью красным. Но не смогла удержаться и два зеленых листика все же добавила. Сердцевинку цветку делаю из готовых сложных тычинок. Их цвет прям идеально совпадает с цветом контурной краски. Еще решила добавить точек. Они очень красиво перекликаются с тычинками. Ну и на колпачке и так минимальный декор, так что думаю, они не будут лишними. Склеиваю рукава из небольших прямоугольников. Важно дождаться полного остывания клея, а потом уже выворачивать.
так как термоклей именно ткань склеивает не моментально и шов может просто разойтись. Я уже раньше показывала вам вот такой очень простой способ создания варежек. Делается почти так же, как нос. Ватный шарик оборачиваю капроном, но тут в принципе подойдет любая тонкая эластичная ткань. И отдельно делаю большой палец, который просто потом приклеиваю. На рукавах делаю отвороты, чтобы спрятать открытый срез ткани. Осталось только вклеить варежку в рукав и набить синтепоном. Но не полностью, а где-то до середины, чтобы руки не топорщились, а прилегали к телу. Все-таки колпачку прям сильно не хватает объема. В следующий раз вместо капрона обязательно возьму плотный носок. Я решила исправить ситуацию отворотом из той же вязаной ткани. Можно было сделать меховой отворот, но мне не хотелось добавлять никакого контрастного декора. Стараюсь наносить совсем чуть-чуть клея. Лучше потом добавить, если где-то это будет нужно. Можно так и оставить, чтобы ручки просто свисали вниз, но я хочу, чтобы он держал перед собой маленькую елочную игрушку в форме звездочки. Как вы помните, я загибала ткань на донышко бутылки, из-за чего она перестала быть плоским. И хоть я и утяжелила бутылку камешками, гном стоит не очень устойчиво. Поэтому сделаю подставку из металлической крышки, оклеенной тканью. Вот так просто можно сделать нарядного, красивого скандинавского гнома. Совсем скоро у меня выйдет очередное видео с новогодним декором. Ну а пока напоминаю вам заглянуть на канал по ссылке в описании.